Друзья, всем привет! Наконец дошли руки до этого видеоролика, в котором я вам продемонстрирую, что кардинально нового разработчики добавляют в новый HyperOS 2, покажу, какие фишки за недавнее время появились, и я думаю, что многие из этих фишек вы также захотите увидеть на своем Xiaomi. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Сегодняшним нашим подопытным выступает Xiaomi 14. Да, сразу предвижу в комментариях, что вот ты только на флагманах показываешь, бюджетки этого могут не получить. Но опять же, мы с вами до конца не знаем, что там у разработчиков в головах, и возможно, все то, что я вам продемонстрировал сегодня, добавится в среднебюджетном, среднем сегменте, а также, возможно, и в предфлагманах. На Xiaomi 14 все эти новые фишки, они, конечно же, очень интересны. И давайте рассмотрим, что же из интересного добавляется. Первое, это то, что на смартфон Xiaomi 14 приходят новые динамические стили. Если вы помните, когда я делал обзор на примере еще там Mi 9T, первые китайские прошивки, там у нас была динамика для вот обоев, которые на экране блокировки. Да, это, конечно, выглядит прикольно, выглядит интересно. В глобалке, кстати, пока что этого нет, но есть такое ощущение, что разработчики сейчас на примере китайки это все тестируют, и вот на Xiaomi 14 эта вся тема завозится. Хотя изначально лишь только на Xiaomi 15 все эти динамические стили были доступны. И как вы можете заметить, что компания Xiaomi пытается охватить как можно больше устройств и пользователей, чтобы они переходили на ту же HyperOS, ну или же чтобы они ее в целом устанавливали. Получается, кроме того, что у нас добавляются динамические стили, именно те, которые были еще до этого, компания Xiaomi нам привносит еще один дополнительный стиль, которого еще не было, и вот они попытались как бы то немножечко разнообразить и кастомизировать наш экран блокировки. И выглядит это следующим образом. Да, интересно, да, можно как-нибудь улучшить свое устройство такими стилями, ну и я искренне надеюсь, что в глобальной прошивке также хотя бы хоть какая-то часть этого всего также дойдет. Следующий момент, который также не можно обойти стороной, это новые виджеты часов. Многие также у меня в комментариях спрашивали, где я взял такой стиль, возможно, это какая-то тема, но, друзья, это не тема, не модули и ничего прочего. Все это дело находится теперь по умолчанию в разделе виджеты. Разработчики как бы фокусировались в HyperOS 2 на том, чтобы добавить новые виджеты, новые стили, ну и чтобы также немного разнообразить всю эту историю по сравнению с первой версией оболочки. И теперь, когда вы заходите в обновленные виджеты, вы можете наблюдать следующие стили часов. Это у нас цифровой стиль и далее классические часы. Но чем вообще в принципе этот стиль классических часов хорош? Тем, что мы можем с вами еще выбрать локацию, ну или же местоположение, которое у вас на этих часах будет отображаться. Если вам такое не интересно, вы можете еще переключить и попасть на кастомизированные часы, в которые вовнутрь вы можете поместить, допустим, текущую дату, можете поместить погоду, ну или же в принципе еще там дополнительную информацию можете внести, когда там, допустим, у вас будет закат. Да, несомненно, это красиво, интересно выглядит, и хотелось бы также, чтобы это на глобальную прошивку добавили. Ну а последний стиль, который называется декоративные часы, они уже были в предыдущих обзорах, но я хочу вам напомнить, что они собой представляют. Вы, получается, можете так называемую невидимую секундную стрелку закрашивать в те цвета, которые нам доступны по умолчанию. Вот мне что-то кажется, что прям такого в глобалке не будет, ну а все предыдущее, что вам я рассказал, ну возможно такие появятся. Следующее, что также разработчики нам привносят в новое обновление, это новая анимация запуска фонарика. И хотя да, вы мне можете сказать, что за анимация фонарика, зачем она нужна, в принципе и так все работает, но у разработчиков немного другое мнение насчет этого. Получается, мы с вами нажимаем на фонарик, его активировали, и сразу можете заметить, что слева вверху у нас есть уведомление Flashlight is on. Да, это вот как бы у нас теперь такое дополнительное нововведение. И если мы с вами на него нажмем вот сюда, нас перебросит как раз в менюшку, где мы можем регулировать яркость фонарика. И да, разработчики решили позаимствовать из одной операционной системы данную фичу, которая позволяет вам не просто по умолчанию тупо врубить на максималку фонарик, а позволит нам теперь более гибко настраивать яркость. Если вам, допустим, максимальная яркость не нужна, вы можете ее понизить до минимальной, и в принципе вы можете также этим пользоваться. Согласитесь, также весьма неплохо.
Следующее же нововведение будет касаться тех, кто перебрасывает между разными устройствами информацию со своего Xiaomi. В частности, в разделе Xiaomi Share у нас добавляется информация о том, какие устройства теперь поддерживаются. И как вы можете заметить, реально брендов тут очень много. Начиная от, понятное дело, Xiaomi, там Apple, заканчивая Asus, ROG, Samsung, Lenovo, Motorola, ну и так далее. То есть компания Xiaomi пытается максимально охватить другие бренды для того, чтобы они также взаимодействовали со смартфонами Xiaomi. Еще одна тема у нас скрыта в разделе Xiaomi Cloud. Что оно такое? Это у нас расширенная шифровка данных. Получается так называемое end-to-end шифрование, которое позволит еще лучше защитить ваши данные, которое позволит не дать там доступа злоумышленникам к вашим там персональным каким-то данным, банковским данным. Ну и вот, в принципе, компания Xiaomi так-то пытается в новых обновлениях работать еще лучше на безопасность. Также вас еще возможно заинтересует вопрос, что же там по поводу автономности, быстродействия, оптимизации и прочего. Насчет автономности давайте расскажу. По сравнению с глобальной прошивкой, вот условно у меня смартфон тупо лежит, я им там какое-то время получается не пользовался, оно у меня просто это устройство лежало на столе, и я не могу сказать, что прям заметил какой-то дикий просад по сравнению с той же глобальной прошивкой. В глобальной прошивке также сим-карты не было, ничего не было, и если в принципе попробовать там использовать это устройство по своим каким-то там категориям, по своим критериям каким-то, то я думаю, что скорее всего китайская прошивка по автономности, конечно же, будет куда веселее. Возможно, в глобалке еще пока есть баги, там нужно, как обычно, страдать с оптимизацией, но там уже нужно куда более детально разбираться. Что же касается быстродействия, там анимашек и прочего, все отрабатывает очень красиво, особых лагов, фризов я лично не заметил, то есть разработчики очень красиво с этим всем поработали, да, это несомненно. Новые разделы открываются корректно, между приложениями переходят также быстро, ну, в общем, одним словом, те, кто хотят максимально крутой Xiaomi, вам нужно переходить на китайскую прошивку. Но если вы любите непосредственно дорабатывать свои устройства, там всякие оптимизации и прочее, ну, это уже, понятное дело, глобальная прошивка, на которую я, кстати, откатываюсь уже сегодня, и дальше буду ее изучать, и также для вас буду делать новый контент по HyperOS 2 Global. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались еще какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.